Всем привет! Вернемся к нашей крутяцкой конструкции. Сегодня я ее прицепила на крутой резинке. Будем перенаращивать. Поехали! Снимаю предыдущее покрытие керамической кукурузкой. Снимаю чуть-чуть цветного слоя, чтобы открылся вид на длину натурального ногтя. И убираю длину свободного края практически под ноль. Полностью убираю материал, чтобы типса ложилась ровно на мой натуральный ноготь. Пилочкой убираю уголки и делаю овальную форму ногтя. Убираю материал на поверхности. Делаю ноготь шершавым. Приступаю к обработке кутикулы. Тут, как обычно, сперва отодвигаю кутикулу и открываю карман. Убираю забившуюся кожу. Пламенем начинаю обработку. Уделяю внимание боковым валикам. Они обычно достаточно у меня сухие. Обрабатываю сперва слева и затем на реверсе справа. Когда кутикула уже достаточно истончена, я делаю такую типа юбочку для более комфортного среза ножницами. Старые ножницы я испортила в прошлом видео, когда пыталась расцепить звенья цепочки усиками ножниц. Не говорите, что я не права, я это знаю. Мне еще тогда это показалось плохой идеей. Ну, я купила новые ножницы. Радовалась до первого маникюра, пока не положила их на край стола. И они благополучно шлепнулись на пол именно усиками. Мне просто нельзя радоваться новым покупкам. Эта тенденция у меня везде. На день рождения мама подарила мне классную куртку. Я была очень рада и носила ее везде. А потом как-то порезала ее, даже не знаю чем. Может быть, меня порезали. Еще и на пузе, казалось бы, такое место. Заметила бы сразу. В общем, да, вернемся к маникюру. Эти загнутые усы я чуть-чуть подпилила. Стригут они теперь, конечно, так себе, но не хуже, чем те предыдущие, которые теперь вообще не стригут. Наращивать я буду на типсы. Я уже их использовала как-то. Тут где-то будет ссылка на видео, можете глянуть. Они довольно неплохие. Сами матовые, но в этот раз я решила их еще чуть-чуть подпилить. На дегидрированный ноготь наношу первой гибкую базу и просушиваю. Далее беру типсу и примеряю ее к ногтю. Я уже выбрала нужные мне размеры. То, что усики торчат, когда ее прикладываешь к ногтю, это ничего страшного. На самом деле я уже к ним приноровилась. Единственное, что приходится потом их доприклеивать, заполнять пустоты по бокам и прижимать.
Тут у меня ус слишком длинный был, и я его укоротила фрезой. После этого я также базой сглаживаю эту ступеньку, чтобы когда я буду выпиливать саму форму ногтя, мой натуральный ноготь пилка не задевала и тем самым не травмировала его. Корректирую форму, убираю затеки и матирую саму типсу и базу для покрытия гелем. Мне нравится, как я держу пилочку именно правой рукой, потому что именно ею у меня получается так хорошо орудовать. Именно поэтому у меня всегда на левой руке длинные ногти. Их проще пилить. Вообще, это странная тенденция на длинные и короткие ногти одновременно. Ко мне пришла буквально недавно. Я заметила, что тупо каждый месяц у меня ногти то в ноль, то супер длинные. И поэтому было принято решение объединить это все в одну личность. Как раздвоение личности бывает, так у меня раздвоение маникюра случилось. Я покрыла сегодня ногти молочным гелем 2 слоя. А летом как-то гель жиже и утекает быстрее, приходится выкручиваться. Выстраивая обязательно апекс.
Затеки на строительном этапе меня вообще не пугают, ибо затеки в боковые валики всегда можно быстро исправить. Другое дело затеки в кутикулу, там уже сложнее. Стараюсь их просто не допускать. После всех опилочных работ я еще раз у кутикулы прохожусь базой, запечатываю гель, чтобы он не отслоился тоненьким слоем. Я планировала сегодня жемчужную втирку и пирсинг в качестве дизайна, поэтому сперва покрываю ногти топом без липкого слоя и в теплый топ втираю саму втирку. Убираю лишнюю пыль и затем перекрываю ее тем же топом. В конце подпиливаю торцы. Всегда так делаю. Фишка длинных ногтей в том, что на них дизайны стиркой практически не скалываются, ибо я все свои дела пытаюсь делать пальцами, а не ногтями. Да и с другой стороны, длинными ногтями не стоит ничего ковырять, ведь это может быть даже травмоопасно. Тут я беру свои 5 метров цепочки из нержавейки и пытаюсь сообразить, куда же ее прицепить. У меня есть вот такие вот колечки, тоже из нержавейки, в 2 размерах, как раз для моих целей. Много видела дизайнов с этими кольцами, и когда мастера показывали, когда их клиенты приходили там спустя какое-то время, эти цепи были такие ржавые. Всегда было интересно, почему эти мастера не берут цепи с нержавейки. Ведь есть уже большой выбор разных цветов, разных форм, и стоят они недорого. Я эту свою цепь покупала за $2 за 5 метров. На ногте среднего пальца сделала 2 дырочки для 2 колец и к одному из них провела свою цепь от кольца.
И на 2 других пальчиках делаю углубления для нержавеющих шариков. Они по 1,5-2 мм. Для них нужен сокет в ногте, чтобы они так сильно не выпирали. Сажу их на базу, покрываю базой и топом. Вот что у меня получилось в итоге. Ставьте лайк, если понравилось, комментируйте и до следующего видео. Пока!